Итак, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Как вы поняли из названия и из превью ролика, сегодня я отправляюсь в замок Эльц. Он находится на земле Райнфальц, в Германии, соответственно. Ехать мне не так, чтобы сильно далеко. Сам я там ни разу тоже не был. Сейчас вот я выезжаю из города Золинген. Погода вроде бы сегодня обещает быть хорошей. Надеюсь, дождя не будет, хотя пишут, что вероятность небольшая есть. Ну, кстати, вот на самом деле один факт о Германии, особенно вот о той земле, где я живу, да, это Северная Рейн-Вестфалия, она находится на западе Германии. Вот у нас здесь на западе дождь, это довольно частое явление, я бы сказал, особенно зимой. Вот зимой здесь, в основном дожди идут. Выходной, все куда-то едут, похоже на какие-то тоже отдыхаловки или что. Ну что ж, осталось уже не так далеко. И тут уже природа такая, более широкие такие просторы, что ли. Да, вот смотрите, какой вид открывается. Вот там, это интересно, то ли церквушка, то ли что это.
Я, кстати, на автобане я камеру выключал. Ну там реально, там ничего интересного. То есть, ну как бы тот, кто знает, тот знает. Кто не знает, автобан здесь это, ну, такое максимально, насколько это возможно, отдаленное от населенных пунктов, то есть, ну, от каких-то достопримечательностей шоссе скоростное. Вот. Так что там ничего интересного. Вот такие, кстати, дороги мне нравятся. Через населенные пункты какие-то, ну, маленькие городки, вот это, ну, интересно. Как правило, вот эти вот всякие небольшие городки, они довольно-таки все красивые. Все так уютненько. Небольшие улочки. Ну, в общем, классно. Классно, мне нравится. Да, такие вот улочки, да, узенькие, все такое. Ну, вот эти дома фахтовые, или как они правильно там называются. Вот эти, ну, вывески на домах такие, вот этот, под средневековье такие, старинные, блин. Ну, смотрится прикольно. Уютненько так. Ну, блин, дерево какое интересное. Наверху, главное, примотано к столбу, как будто какому-то. Ну все, вот и получается уже почти приехал, и тут уже начинается как это. Прям местность уже как, ну, не курортная, да, а такая вот, ну, типа, с какими-то этими, да, вот, достопримечательностями. Все так уже оформлено, как будто бы под туристов.
Лес такой густой, интересно. Ну да, кстати, это одна из особенностей. Я не знаю, может быть, в других замках тоже так же, но вот этот замок, он полностью окружен лесом. Во всяком случае, об этом именно вот так упоминается, типа, в описании. Замок полностью окруженный лесом. О, как тут вообще жесть. Итак, ну что, я кое-как попал сюда, на парковку, где стартует пеший маршрут. Блин, вообще народу, блин, хреново туча. Блин, лицо все вот это от шлема помятое. В общем, я, получается, стоял в пробке на парковке. Вот здесь крутой вид открывается. Не знаю, как там на камеру видно. Ну, здесь вот типа спуск идет. Здесь кругом скалы. Хоть они и заросшие, да, деревьями, но это скалы. Вот, например. Вот, смотрите. Блин, круто. Я так понимаю, это сокровищница. Вот тут оружие. Всякие интересные штучки. Блин, крутые такие довольно красивые оружия. Блин, народу до хрена. Не люблю, когда, блин, столько много народу. Не разойдешься, не поговоришь, не покажешь ничего.
Вот это, понимаю, инсталляция ужина. Ага, тут продолжение сокровищницы. Das ist ein Streitkolben. Рыцарские доспехи. Was da so ist. Ну, довольно-таки мелкие рыцари были, походу. Что-то как-то вот он маленький. Интересно, это из золота или... А нет, тут стоит серебро. Так, а это местная церковь, я так понимаю. Потому что, ну, выглядит это, да, это церковь. Небольшая церквушка. Ну, в общем, прошелся я по экскурсии с гидом. Ну, там ничего снимать нельзя. Ну, или я неправильно понял, но, по-моему, нет. Народу куча. Блин. Ну, вот сейчас видно сзади меня. Народу просто нереально. Так вот, что я могу сказать? Да, замок интересный, там много чего. Ну, например, спальни там выглядят прикольно, блин, оформление такое средневековое. Плюс много вот этих доспехов рыцарских. Все выглядит, блин, круто. Ну, вот это средневековое, да, это очень интересно. Вот. И вот там, кстати, вот как можно увидеть, есть кафе. То есть можно посидеть, покушать. Вот. Ну и такие интересные факты, да, о замке. Первый, как только он был построен, да, он служил тупо рыцарем. Ну, то есть здесь сидели рыцари. Здесь, кстати, ну, получается, проходил торговый путь. Это, получается, было в 11 или 12 веке. Ну, я чуть не запомнил. Вот. И они брали с торговцев плату за, получается, защиту. Вот. Потом еще, что я запомнил из рассказов гида. Ну, замок не сильно примечателен, по сути. Больше его выделяет то, что он никогда не был разрушен по сравнению с другими замками здесь, в Германии. Ну, то есть у него была одна осада, при которой он практически не пострадал. То есть там никакого серьезного ущерба он не получил. Вот. Также интересный факт, как и большинство замков в Германии, этот замок изображался на купюре номиналом 500 марок. Блин, жаль, что, конечно, не получилось подснять
внутри интерьер замка. Было бы круто, блин. Но вот не разрешено. Никто там... Я сначала подумал, ну может можно включить, но смотрю, никто даже телефон не достает. Чтобы там, не знаю, даже фото сделать, например. Я так думаю, ну ладно. А тогда внутри было бы классно посмотреть, как он выглядит. Потому что выглядит он реально прикольно. И еще один факт об этом замке, что он, по-моему, считается одним из самых комфортабельных. Там реально куча каминов. То есть практически вот, ты из одного помещения проходишь в другое, и ты, видишь постоянно камин. В некоторых помещениях, если оно довольно-таки большое, даже 2 камина стоит. Вот как-то так. Ты тут высоко, я поднимался, запыхался. Ну что ж, наверное, на этом все. Видео подходит к концу. Это мое первое видео. Не знаю, как оно все будет выглядеть. Я надеюсь, конечно, что хотя бы хорошо. Вот. Вы ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, и пишите комментарии, оставляйте комментарии, не знаю, с какой-нибудь конструктивной критикой, возможно. В общем, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.